Вчера Владимир Путин на неделю раньше ожидаемого сообщил, что собирается участвовать в президентских выборах. Слухи, как это будет обставлено, ходили разные. Пафосный форум на ВДНХ, многочасовая прямая линия. Но все как один промахнулись с форматом. Все ожидали торжественности, предполагали, что выдвижение будет как репетиция инаугурации, а получили ответ на вопрос спикера Законодательного собрания ДНР Артема Жоги, снятый за кулисами церемонии награждения едва ли не на телефон. Выглядело все так, будто Путин своими планами поделился по секрету. Нет ничего нового в кокетстве автократа, когда он как бы нехотя, как будто делая одолжение, идет на свои новые 6 лет. Так происходит каждый раз без исключений. В 2012 году Путин соглашался на просьбу Медведева поменяться местами. В 2018 обрадовал новостью о своем выдвижении рабочих Горьковского автозавода. Сейчас вот попросил выдвинуться Жога, и Путин не отказал, потому что, как можно отказать людям в военной форме? Понятное дело, поход на 5-й, если считать формально, или 6-й, если учитывать премьерство при Медведеве, или вообще 7-й срок, если вспомнить старую 4-летнюю норму, при которой Путин избирался впервые, это ненормально. Все понимают эту ненормальность. Все немного стесняются, и хоть какой-то застенчивости сюда обязательно нужно добавить. Закон жанра. Это не я хочу править вечно, это меня не отпускают на пенсию. Почти издеваются над пожилым человеком. Сами посмотрите, я вообще молчал, это они сами спросили. Бывают в жизни ситуации, когда слова означают не то, что написано в словаре, но они должны быть произнесены. Пара возлюбленных знает, что не сериал едет домой смотреть, но оба должны сказать, что именно за этим. Так положено. А вот так положено выдвигаться современному автократу. Z-общественность по этому поводу страшно возбудилась. Дескать, все, кто ждал, что война будет напрочь вычищена из предвыборной кампании, проиграли. Смотрите, Путина на новый срок выдвигают военные. Но в данном случае куда более важно не кто, а как. А как все было сделано? Максимально буднично. Главный кандидат на пост президента Российской Федерации объявил о своем выдвижении так, будто объяснил, как пройти в библиотеку. Будто между делом, будто куда-то жутко опаздывая. Задача политтехнологов тут явно состояла не в том, чтобы Путина выдвинула армия, а в том, чтобы самую ожидаемую новость никто не заметил, чтобы она прошла максимально под спудом, чтобы к прямой линии 14 декабря новость о выдвижении Путина вообще перестала быть событием, чтобы все понимали, но обсуждать тут было вроде как нечего. Никакой торжественности, никаких фанфар, просто одна строчка в сводке: Путин – кандидат. И Путин, и его политтехнологи понимают, что не стоит ждать всплеска народной радости, когда бессменный вот уже четверть века президент решил посидеть еще 6 лет. Даже опросы вполне лояльных государству социологических служб не показывают по этому поводу никакого особого подъема. И все же это выдвижение отличается от всех прочих. 2 первых путинских срока были совершенно законные. 2 вторых – это результат прочтения конституционной нормы в свою пользу. Но новый срок стал возможен только благодаря грубому переписыванию Конституции. Если не незаконность, то несолидность ситуации в целом очевидна даже тем, кто Путина поддерживает. Над новым сроком в любом случае висит атмосфера мелкого жульничества в стиле вокзальных наперсточников. Выдвижение состряпали таким образом, что через неделю, когда Путин в торжественной обстановке будет рассуждать о семейных ценностях и вручную отапливать подъезды, оно станет просто частью обыденной реальности. Политтехнологи решали задачу, которую можно сформулировать очень конкретно. Как бы так выдвинуться, чтобы не выдвигаться? Молчать дальше нельзя, говорить на эту тему не хочется. И задачу решили. Сказано все было так, будто никто ничего не говорил. Такой формат выдвижения говорит нам о том, что мы угадали со стилем будущей кампании. Задача Владимира Путина будет заключаться в том, чтобы пролезть на новый срок под елочкой, чтобы президентских выборов вообще никто не заметил. И совершенно неважно, какая будет тема кампании – про войну с Украиной или с демоническим ЛГБТ. Прежде всего, кампания будет никакая. Расчет на то, что кто нужен, на выборы придет, кого надо привести – приведут. А всем остальным вообще не нужно лишний раз напоминать, что в марте вообще что-то произойдет, что состоятся выборы. Что у граждан будет шанс в тишине избирательной кабинки высказать свое отношение к происходящему. Черт его на самом деле разберет, о чем там думают российские избиратели прямо сейчас, когда отказываются отвечать на вопрос социолога: вы за ядерную войну или за то, чтобы уехать на зону? Возможно, любые сюрпризы.
Да, голосование будет многодневное. Да, с дегом, то есть с бесконечным пространством для фальсификаций. Но нельзя президентские выборы нафальсифицировать на 100%. Нужен какой-то реальный результат. И этот результат должен быть убедительным. А если гражданам слишком активно орать в ухо: «Эй, ау, нас тут президента выбирают, ты хочешь ведь Путина еще на 6 лет?» то граждане же могут и смекнуть. А то есть что, можно не продлевать? Можно без него тоже? Можно вот прям так сходить на участок и на кого-то его поменять? А что, так можно было? Этот вопрос вообще не должен возникнуть. А для этого нужно поменьше говорить на эту тему. 14 декабря будут обсуждать что угодно. Каждый перл Путина в ответах на вопросы будет отдельной новостью, на фоне которого главная новость недельной свежести совершенно протухнет. Надо сказать, что в нынешних условиях это максимально грамотная стратегия. Предвыборная кампания, даже если исход трижды предсказуем, вызывает в обществе политизацию, хочешь ты того или нет. Люди чувствуют какой-то движ, какую-то интригу, начинают вдруг говорить о политике, обсуждать кандидатов, даже если в списке чистые статисты. Разговоров о политике не избежать. Невозможно провести кампанию тайно и подпольно. Не бывает выборов под грифом «для служебного пользования». Нельзя засекретить адреса избирательных участков и сажать за их разглашение. Зато можно не привлекать излишнего внимания, что, похоже, и постараются сделать. Что это значит для нас? Во-первых, это вполне неплохая новость. Наш главный оппонент сообщает гражданам о своем выдвижении так, чтобы они этого по возможности не расслышали. Не в торжественной обстановке, не на большом митинге, не перед державным залом, наполненным чиновниками племенных пород, не в прямом эфире всех телеканалов, а вот так, шепотом в коридорчике. Вывод тут может быть только один. Никакой особой уверенности в своих силах у нашего оппонента нет. Так хорошие новости не сообщают. Так в рекламе банковского кредита мелким шрифтом внизу экрана пишут, что все совсем не так радужно и что заемщик, возможно, не расплатится до конца дней. На чем основана эта неуверенность, бог весь знает. Может, на вот этом вале опросов на все темы подряд, идущих последние несколько месяцев, включая главный вопрос: как бы вы отреагировали, не обнаружив Путина в бюллетень? Может, политтехнологи намерили что-то нехорошее? Может, мы дышим общим воздухом по обе стороны Кремлевской стены? И в воздухе этом не витает всеобщего воодушевления от перспективы, что Путин покинет кресло только вперед ногами. Плохая новость заключается в том, что если вся президентская кампания будет идти 27-й новостью на последней странице между рождением слоненка в зоопарке и рекламой нотариальной конторы, нам придется приложить не просто усилия, а сверхусилия, чтобы сделать выборы важной частью повестки. Чтобы достучаться не только до своей аудитории, но до всех россиян. Друзья, очнитесь! Очередная одноклеточная шутейка от Путина – это сейчас не самая важная тема. Важнее, что под дружеское ржание он еще на 6 лет идет. Кремлевские политтехнологи сделают все возможное, чтобы выборы не стали отдельным сюжетом. В деле политизации граждан они нам не союзники. Придется эту вагонетку только своими силами заталкивать на вершину холма. Это будет тяжело. Все время вокруг будут возникать псевдотемы для разговора. Все время будут попытки максимально размыть внимание публики. И худшее, что может случиться, если за неделю до дня голосования обнаружится, что мы занимались чем угодно. Обсуждали людоедские законы, высказывания чиновников, тонули в ежедневном инфошуме и ни дня не агитировали против Путина. Лет уже 15, наверное, в оппозиционной среде ходит байка, что властям нужна явка. Дескать, они лихо манипулируют общественным мнением и вообще делают все, чтобы на участках было побольше людей. Эта легенда никогда не была подтверждена фактами и никогда не была правдой, но в нее некоторые до сих пор верят. На этих выборах надо осознать, явка нужна только нам. С многодневным и электронным голосованием толпы на участках никакой легитимности никому не добавят. А если кто-то задаст вопрос, как у вас получилась явка в 80%, если никто не пришел, наготове имеется ответ. Ну так, часть избирателей пришла в другой день, часть проголосовала электронно. Не зря же мы загодя всех призывали через госуслуги регистрироваться на ДЭГ. Нужных избирателей, пенсионеров, бюджетников, сотрудников госкомпаний приведут на участки за руку, за этим дело не станет. Наша задача сделать так, чтобы пришли все остальные. Именно в этом будет точка противостояния – борьба за явку. От массового зрителя выборы будут прятать изо всех сил. Нашей аудитории будут активно внушать к ним отвращение. А ведь нет ничего сложного внушить к этой процедуре самые дурные чувства. Она объективно довольно омерзительна.
Но нам нужно просто не забывать, что под слоем омерзительной процедуры скрывается настоящая беда. 6 лет назад речь шла о том, что если бы Путин ушел и в стране начались бы перемены, мы бы все стали жить лучше и богаче. Не сидели бы в десятилетней глухой стагнации с ростом около нуля, а росли бы как на стероидах. Сегодня рассуждение о том, что с политической конкуренцией, независимыми судами, защитой прав мы могли бы жить лучше, не имеют уже смысла. Владимир Путин физически убил много десятков, хорошо если не сотен тысяч граждан 2 стран. Миллионы людей превратил в беженцев. Мы точно знаем, что он не собирается останавливаться. Что единственный фактор, который пока отчасти связывает ему руки, это 3 дня голосования в середине марта. Он не оставил и не оставит своих фантазий по захвату Украины, не перестанет засевать телами поля возле безымянных украинских поселков. Этот факт, кажется, не пытается оспаривать никто, независимо от политических вкусов. Путин убежден, у него есть бесконечные финансовые и человеческие ресурсы, чтобы воевать вечно. Если он пролетит через выборы, как мыло в бане, махом и без вопросов, если эти 2 года и горы трупов сойдут ему с рук, он будет убивать дальше и станет убивать больше. Безнаказанность порождает новые преступления. Это инвариативный социальный закон. Если можно безнаказанно купить руины Бахмута ценой десятков тысяч жизней, значит, можно что угодно. Давить, бросать живую силу в мясные штурмы, оставлять по трупу на каждый метр продвижения. Если война не имеет для тебя политических последствий, то ее можно вести как угодно. В принципе, если тебе сходит с рук вот такое, все произошедшее с 24 февраля, то можно делать любые пакости. Не обязательно воевать. Твоя система настолько устойчива, кажется тебе, что выдержит любые прихоти. Система, как мы видим, в этом факте совершенно не убеждена. Она не скачет к выборам на белом коне, а ступает аккуратно, приглядываясь и прислушиваясь. Да, вроде бы 5-е выборы Путина, вроде бы все привычно и сюрпризов быть не должно. Но все-таки никогда еще система не подходила к голосованию в таком стрессе. Все-таки обычная предвыборная пора – это время, когда общественное мнение надо максимально успокоить. Можно не поставлять в это время хороших новостей, но градус неадеквата уж точно нужно понизить. Ведь такого рода выборы – это референдум о статус-кво. Он не должен выглядеть как концентрированное безумие. Мало желающих долгие годы жить в условиях полной непредсказуемости, когда любая новость несет в себе угрозу. Однако сейчас ничего не поделаешь. Реальность такая, какая есть. Усталость сквозит из любого опроса, а позитива нет и не предвидится. Важную для автократии роль всенародного праздника эти выборы не выполнят. Успех теперь выглядит совершенно иначе. Просто пережить, пересидеть. KPI выдать, скандала не получить. И в общем неплохо, что наши ощущения с кремлевскими вполне совпадают. Значит, мы пока не оторвались от земли и не замкнулись в своем информационном пузыре. Если нужно вести кампанию напуганного суслика, прогоняя с участков всех людей, в лояльности которых есть сомнения, то у Путина действительно не все так хорошо. Ведь нелояльных ему россиян может оказаться даже больше, чем мы с вами думаем. До завтра. Приглашаем вас на театрализованное представление Максима Каца. Закулисная жизнь канала, запись ежедневного ролика, общение с залом. Тель-Авив, Франкфурт, Цюрих, Париж, Рига, Таллин, Милан, Барселона, Варшава, Лиссабон, Вильнюс, Хельсинки. Билеты на сайте maximkatz.com.